в финалочке было круто. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Счет 3-0. Третий раунд. О чем говорит 4-0? Пятый раунд. Правильно, что у нас пятый раунд. Хотя на самом деле он уже ничего не решает, кроме того, что ты можешь забить гол престижа. Ну ты неплохо, понимаешь? Ты хорош. Нам еще нужно 10 раундов, и ты победишь. Друзья, на самом деле, Лиза хоть и прекрасна, но она волнуется. Похлопайте ей. Она даже призналась сегодня мне, что от страха забыла, как улыбаться. И еле-еле вспомнила. А за столом четвертый раунд. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. День физкультурника. Давайте вспомним, кто как и где его отмечал. Василий Кузнецов, например, решил отметить этот праздник с нами в Вышнем Волочке. Почему именно в Вышнем Волочке? На самом деле я не знаю. Может быть, он решил поискать новых героев для сюжетов железного рейтинга. А может быть, он захотел окунуться в атмосферу провинциального маленького городка. Но то, что он остался довольным, было видно по его эмоциям на сцене. Я думаю, Василий вполне смог бы быть классным шоуменом. Посмотрите, как он умеет зажигать публику. В этот день мы проводили турниры армфайтов «Стальные руки 2». Именно благодаря некоторым из вас, кто решил помочь нам, мы и смогли провести этот турнир на высоком уровне. Да, конечно, это не AMC, но здесь тоже было на что посмотреть. И в сегодняшнем выпуске мы вам представим топ-5 спортсменов данных соревнований, по мнению нашего канала. Итак, пятое место нашего рейтинга занимает спортсменка из Вышнего Волочка Зинятулина Елена, которая в упорной борьбе одолела спортсменку из Москвы Боровинскую Ларису. Поединок был очень напряженным, и по первому раунду было совершенно неясно, кто из спортсменок одержит победу в этом матче. Обе спортсменки очень опытные, и одна и вторая неоднократно становились чемпионами Европы и мира. Но Елена в этот раз оказалась сильнее. Видимо, родные стены и поддержка зрителей сделали свое дело. Елена нашла слабое место Ларисы. Она поняла, что борьба в связке неудобна спортсменке из Москвы. А для нас, Зинятулиных, наоборот, в связке мы чувствуем себя как рыба в воде. Лена просто стала уходить на разрыв и тянуть ремень к себе лучом. И эта тактика дала свои результаты. Елена победила со счетом 4-1. Но Лариса, как настоящая тигрица, боролась в каждом раунде. В характере ей не откажешь. Четвертое место нашего рейтинга занимает спортсмен из Московской области, не проигравший ни разу на турнирах «Стальные руки» Иван Алексеев. Ивану противостоял молодой, талантливый спортсмен из Вышнего Волочка Артем Венков, выигравший до поединка с Ваней несколько серьезных турниров. В первом раунде Артем выбивает верхом кисть Ивана, и спортсмен из Московской области вынужденно уходит на завязку. Кажется, что тут все понятно, и молодой талант должен выиграть, но мы знаем, что борьба в ремнях — это совершенно другая история. На самом деле вам этого не видно, но очень серьезно, ребята. Особенно Артем. И вот, друзья, вы можете вспомнить, как начинался этот поединок без ремня.
Иван в силу своего заболевания не может полноценно включить мышцы спины, но это ему не мешает использовать свое сильное боковое движение, и ему удается победить вышневолочанина с разгромным счетом 5-0. Победу одержал Иван Алексеев, Москва. Третье место нашего рейтинга занимает кандидат в мастера спорта Илья Гринев, победивший сухим счетом 5-0 спортсмена из Бежецка Сергея Комарова. Но я знаю, что Сергей обещал собраться. Да? Обещал же? Давай, я верю в тебя. Самое главное, не ведись на все эти судейские штучки своего соперника. «2-0». Давай, соберись. Давай, ну. Я сюда прыгал практически ради тебя. Вышний волочок. Давай, ты должен взять. У вас 5 раундов, да? Все. Для драмы 2 поражений достаточно. Сейчас нужно выигрывать. Давай. Ну что, друзья, 2-0. Третий раунд. Кстати, третий раунд. Прости меня. Третий раунд. Покажи всем красоту. Сергей или Илья? Мне кажется, что Илья уже устал. Он устал уже, да, он устал, и силы его закончились на этих 2 раундах. Я увидел у него в глазах усталость. Соберись. На самом деле от Сергея я ждал более конкурентной борьбы. Сергей очень хороший стартовик, но Илья грамотно встречал своего визави в жесткий крюк и дотягивал к подушке словно удав. И как ни старался Сергей закончить поединок молниеносным стартовым движением, у него это не получалось. И даже советы гуру армрестлинга Василия Кузнецова не помогли. Подтягивай физуху, Серега, тогда и на твоей улице будет праздник. А вы, друзья, пишите в комментариях, кто из вас готов бросить вызов непобедимому чемпиону нашего турнира Илье Гриневу. Мы обязательно рассмотрим ваши кандидатуры. Давай, я вижу. Вот такие моменты мне хочется самому побороться. Армрестлинг, конечно, штука заразная. Ну ты был близок, ты видел? Второе место нашего рейтинга занимает мастер спорта Виктор Зайцев, сведший в ничью поединок со мной, Зинятуллиным Русланом. Виктор старше меня аж на 14 лет. В таком возрасте люди не то что бороться, подтянуться одного раза не могут. А он дал достойный бой чемпиону мира. Виктор является уже давно моим тренером, и именно его заслуга в том, что я добился таких высоких результатов в спорте. Бороться со своим тренером очень непросто, он знает все твои слабые места. Поэтому, наверное, я и проиграл первые 2 раунда. Но потом собрался и не просто сравнял счет, но еще и вышел вперед. Как я понимаю, проигрывай, да? Это твоя тактика такая, да? Давай соберись, Руслан. Да, я считаю. Друзья, поддержите Руслана. 2-0. 2-0. И сейчас спортсмены договорились, что рефери их сразу же увяжет ремнем специальным. Потому что по правилам армрестлинга, когда разрывается захват, руки спортсменов увязываются ремнем. И я вам скажу по большому секрету, что этот ремень полностью меняет технику борьбы. И есть спортсмены, которые специализируются на борьбе на ремнях. Но у нас 2-0. Рефери выправляет кисти, чтобы ни у кого из спортсменов не было преимущества на старте. Вот, друзья, ваша поддержка, и Руслан выигрывает свой первый раунд. Друзья, на самом деле,
Лиза хоть и прекрасна, но она волнуется. Похлопайте ей. Она даже призналась сегодня мне, что от страха забыла, как улыбаться. И еле-еле вспомнила. А за столом 4-й раунд. Ну что, 2-2. Я уж не знаю, о чем подумал Руслан в какой-то момент, но он решил больше не проигрывать. 2-2. Режет. Ну что, друзья, а у нас ничья. Такое тоже бывает. Но в последнем раунде Виктор все-таки вырвал победу. Счет матча 3-3. Боевая ничья. Ну вот мы и добрались до чемпиона нашего сегодняшнего рейтинга. Им становится спортсмен, представляющий Москву, Виктор Гладилин. Виктор был легче своего соперника Артура Виноградова на 15 килограмм. А это очень существенная разница в весе. Первые 2 раунда Виктор проиграл вчистую. Но в 3-м раунде он меняет свою борьбу и закручивается в крюк, входит в свое удобное положение и все-таки прижимает руку вышневолодского богатыря к подушке. Видно было, что тот и другой потеряли в этом раунде очень много сил. И, по-моему, Артура стала беспокоить боль в боковой связке. Дальше уже на победу влиял характер, который, на мой взгляд, у Виктора оказался сильнее. Счет матча 3-2 в пользу спортсмена из Москвы. Так, болельщики, поддерживают спортсменов. Они могут так до вечера стоять. Да, Виктор вышел на свою излюбленную позицию. Еще миллиметр остался, чтобы захват пересек линию пуфиков. Артур, не сдавайся! Виктор, давай! Виктор Гладилин побеждает в этом драматическом поединке, проигрывая 0-2. На самом деле я знаю, зачем приехал ко мне Василий Кузнецов. Он приехал поздравить меня с 50-летием. И я жду от вас, друзья, поздравлений в виде небольших донатов. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите поздравить грандмастера с круглой датой, средства на подарок автору канала можно перевести по номеру телефона 8 920 177 55 61. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст озвучивал Берсеркер Курбанов Эрик. Автор сценария Зинятуллин Руслан. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. Обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке в социальных сетях. И косметика ваш выбор. Компания Додо Пицца, компания Русские пироги, магазин Принц Сервис, магазин Фотопечать на кружках и футболках Вышний Волочок и тортиками от Альфа Банка.